Привет. Итак, ребят, решил я записать видео по, так сказать, насущному вопросу. Вы мне часто пишете, почему я не делаю в программе определение чипов батареи. Вот я сейчас постараюсь вам на него ответить. Вот, смотрите, у меня есть две абсолютно одинаковые батареи. Вот, как бы так вам показать. Ну, я туда дальше их разберу, чтобы, так сказать, более нагляднее было. Ну вот, они абсолютно одинаковые. Как по размеру, так и по разъему. И вот сама маркировка. Вот, AL12A32. Тут так же само. Видите, AL12A32. То есть абсолютно одинаковые. Но они не одинаковые. Итак, я их тут уже пометил. Вот, где какой чип стоит. И мы сейчас перейдем на монитор. И я вам покажу, почему важно, я вам всем говорю и советую это, перед тем, как работать с батареей, разобрать и глянуть физически, какой там стоит чип. Вот сейчас давайте, я не знаю, вспышку я выключил, наверное, зря, я, наверное, не смогу вам заснять, что тут за чип стоит. А может и смогу. Сейчас попробую увеличить. Вот так вот. О, видно, да? Так, фокус. Вот, видно, да? BQ 9000. Вот, сейчас четко видно. Ну, я его, в принципе, и подписал, эту батарею. Вот она. Ну, 9000. BQ только не дописал. И теперь давайте перейдем, так сказать, к программам. Я вот специально скачал NLBA-шную программу. Давайте начнем с нее. Цыганскую программу, я ее называю, цыганская программа. Ну, потому что цыгане ее пишут. Итак, запускаем. Пока нагрузится. Объясню, что здесь у меня. У меня подключен CP2112 и EV китайский в параллель. То есть они подключены к одной батарее. Вот. Земля, clock data. Это минусовой контакт. Это мы будем активировать контакт, чтобы батарея открыла ключи. Но это в дальнейшем. Сейчас этого мы делать не будем. Итак, программа запустилась. Подключаемся к EV-шке. Вот она его определила. Нажимаем ОК. Сейчас нужен интернет, потому что она идет в интернет. Без интернета она не запустится. Так, идет подключение. Долго что-то оно идет. Вот, все. Красным засветилось, значит подключились. И теперь давайте читаем данные. Итак, считали. Видите, да? Только чтение тут идет. Здесь нет ничего. Нажимаем стоп. Вот смотрите, какие данные считала она. Эта программа. И давайте теперь постараемся определить чип, какой стоит в этой батарее. Вот она подключена. Но сразу говорю, что здесь чип не 9000, не BQ 9000, не такой, как тут. И вот смотрите, нажимаю чтение, и смотрите, что она определила. Видите? Чип 9000. Напоминаю, у данного чипа память EEPROM 8 килобайт. А здесь стоит чип, в которого память 2 килобайта. То есть, не разобрав эту батарею, я 100% даю, что эта программа угробит этот чип. Даже 146 даю процентов. Если не угробит, то флаг, вот сейчас я запущу свою программу, флаг int, так, где он тут? Вот он, int, он слетит.
ну, чип может остаться работать, а может и не работать. То есть эта программа убьет этот чип. Я вам советую разбирать и смотреть, какой у вас тут чип. А только тогда принимать, так сказать, меры по восстановлению, ну, данного аккумулятора. Вот, вы сами убедились. Вот, смотрите, еще раз нажимаю чтение. И вот, смотрите, ничего не меняется. Подключение, вот оно, смотрите. Я ничего не убирал никуда. Дальше я вам покажу, что тут за чип стоит на самом деле. Когда вытяну батарею, я вам покажу. Давайте теперь я, чтобы не прерываться, чтобы вы не думали, что я там что-то где-то химичу. Вот я сейчас на ваших глазах так постараюсь выставить. Эту батарею отключаю. У них, контакты у них одинаковые. Вот я ее ложу в сторону. И беру теперь эту батарею, которую я вам показывал, где чип 9000 стоит. Ну, он видно его, да? И теперь мы его подключаем. Так. Сначала землю, потом клок и дату. Всегда так делайте. Сначала подключается всегда земля, а потом идет клок и дата. Это важно. Так, подключили, да? Видно. То есть вот она 9000, как я вам показывал в начале. Вот наше подключение. Все то же самое. Читаем здесь. Вот смотрите сейчас, какие данные тут. Нажимаю чтение. Видите, емкость изменилась. То есть батарея другая. Ну давайте теперь тут считаем. И вот, пожалуйста, тот же чип. То есть она его определила как 9000. И она будет его прошивать, данный чип, как 9000. То есть 8 килобайт EEPROM. И это, ребят, я не, так сказать, не говорю, что эта программа говно. Есть у нее там недочеты, есть минусы. Самые большие минусы — это ее цена, вот эта привязка там на год и тому подобное. Плюс дорогущий адаптер. Минус основной, я же говорю, это вот автоматическое определение. Оно неверно. Вот в данном случае вы убедились сами. Вот я подключил две батареи. И тут 9000. Но теперь смотрите. Давайте я эту программу закрою и открою другую. Чтобы вы убедились, что не конкретно в этой программе причина. Вот я ее закрываю. И откроем теперь вьетнамскую программу Test Battery. Вот она запустилась, и вот идет чтение. Смотрите. Вот идет чтение. И смотрите, она его тоже определила как 9000. Но в данном случае здесь действительно 9000 чип стоит. Вот, останавливаю сканирование. Давайте нажмем еще вот эту клавишу. Вот, ждем. Сейчас вот тут должно выскочить. Короче, чип не подходит, не определила чип. Вот, видите? Чип не поддерживается. То есть, видите, да? 9000. А теперь давайте опять. Я, так сказать, в реальном времени отключаю эту батарею, ложу в сторону и подключаю эту, которую мы изначально, так сказать, лицезрели. Вот она подключена. Смотрите, тоже ж подключение все. ЦПшка подключена. Тут видно, да, что... я, в принципе, вас не обманывал никогда и этим заниматься не собираюсь. Давайте теперь считаем по новой. Вот эту галочку надо снять, поставить. И идет чтение. Вот пошло чтение. И вот смотрите. Тот же самый 9000 чип. Ладно, скажете, программу не перезапустил. Давайте перезапустим программу. Перезапускаем программу. По новой. Вот пошло чтение. И вот смотрите. 9000. Думаю, понятно, да? Также, ребят, когда у вас разные стоят чипы, вы мне, бывает, задаете вопросы. Вот здесь, на вкладке, есть выбор чипа. Вот он. И вот вы выберете 9000 чип,
и будете пытаться подобрать конкретно для этой батареи пароль, и он не подберется. 1% из 100, что может подобраться. Ну, если вы выберете именно вкладку, ну, не отметите галочкой random, то есть случайный пароль, если не отметите. И выберете вот так вот, к примеру, 9000. Вот так. И нажмете генерация пароля. То он не подберется. Потому что тут чип стоит другой. Так, сейчас я вам это постараюсь показать. Так сказать. Вот, смотрите. Ух ты, е-мое. Прошу прощения. Вот, 9000-я батарея. Вот я ее тут отогнул, чтобы можно было. Давайте еще раз. Постараюсь приблизить. У меня просто телефон. И... Так, сейчас я еще фонариком подсвечу. Возможно, удастся. Блин, неудобно. Ну, поверьте мне на слово, я уже как бы доверие ваше заработал. Ну, изначально в видео, в начале вы сами видели, что это именно та батарея. Теперь давайте я сейчас вытяну эту батарею. Так, крышки в принципе одинаковые, но лучше их по отдельности. И здесь вот такой чип. BQ8055 стоит. Вот еще раз смотрите. Здесь я пометил вот 9000, а здесь другой чип. И вот сейчас мы его читали. Вот теперь давайте я его отключу от подключения, от шины. И при вас я вот его сейчас вытяну из корпуса. И вот отгинаем эту БМС. И тут вот будет четко сейчас видно, что стоит за чип. Смотрите. Видите, какой чип стоит? Вот. Все, они идентичны, они похожи, ну, как две капли воды. Так, вот так сейчас переверну. Вот, смотрите. Так, чтобы видно было. Видно, да? Подключение, разъем, предохранитель. То есть они абсолютно одинаковые. Вот я сейчас так попробую как-то выложить, чтобы и не замкнуть, конечно. И постараюсь вам все это показать. Вот, смотрите. Абсолютно одинаковые две батареи. Вот. Крышка этой батареи, а это крышка этой батареи. Смотрите. Абсолютно идентичные. Но чип, как мы убедились, вот давайте сейчас еще раз. Потому что, я говорю, есть умники все-таки, которые мне не верят. Думают, что я что-то там кого-то обманываю. Вот, смотрите, это 9000-ный. Вот он. Сейчас еще увеличить попробую. Ну, я думаю, видно, да? Тут со всех сторон ноги. У данного чипа. Со всех 4 сторон. Вот, видно, да? Вот я эту батарею, вот она, я ее уберу сейчас в сторону. Вот, убираю вот сюда, вот так вот. Вот она лежит. Все. Теперь берем эту батарею, вторую. Еще раз смотрим, что за чип. Так, где ты тут? Ой, потерял фокус. Так, вот. Видно, да, какой чип стоит? И теперь эту же батарею я сейчас подключаю к шине. Сначала земля. Так, как она тут? Вот так. Нет, вот так. Наоборот, перевернуть. Сначала землю. Потом через один. Дата и клок. И вот эта батарея еще раз. Вот она подписана.
Еще раз давайте запустим. Ну, тут же тест battery. И вот видим. Сразу пошло чтение. И обратите внимание, какой чип. Давайте еще раз ее запущу. Я не знаю, что это за ошибка выскакивает. Вот, запустил еще раз. Смотрите. Нема чипа. Вот сейчас появится. Видите? 9000. Ну, по факту тут 8055 стоит чип. Еще раз отключаю. Вот, смотрите. 8055. И суть тут, к чему я вообще все вот это вот, так сказать, затеял. Смотрите. Когда программа определила чип неправильно, это еще полбеды. Беда начнется тогда, когда вы начнете ее прошивать. То есть вы, не зная, какой здесь чип, допустим, ну, 9000, да, а по факту тут 8055 стоит. Вы слили прошивку и думаете, что она у вас оригинал, с ней все хорошо. Начинаете редактировать, заливаете, и тут бац, у вас чип превращается в кирпич. Понимаете? Потому что программа сама, не зря же здесь, вот он, выбор сделан. То есть у каждого чипа свой объем данных. У 9000 это 8 килобайт, а у этих двух чипов 2 килобайта. Понимаете? И все, и ваша батарея превратится в кирпич. Вот по этой причине я не делаю определение чипа. Это все можно сделать, не вопрос. По этому адаптеру тоже у меня спрашивали. Сделать его, ну, к программе его, чтобы приконнектить к программе, короче, к моей. Функционал данного, так сказать, библиотек, которые идут с ним, они не позволяют, они не состыковываются с моим функционалом в программе. То есть тут жестко привязано, если блок, то это первый байт, там, это количество байт, которые надо считать. Но моя программа, вы же помните из моих видео, например, вот, мы здесь указываем, сколько байт нам считать. Допустим, там 2, 3, 5, 10, 15. Понимаете? А здесь жестко привязано. И когда начинаешь читать блок данным адаптером, он не видит первый байт. Например, он видит, например, первый байт нулевым. И все. И он выдает ошибку. И он не читает. Вот, я делал, ну, вот она программка. Это тестовая утилитка. Я чисто коннектился к нему. Делал чтение, запись блока и тому подобное. Вот, смотрите, я вам сейчас покажу на этой батарее. Вот, мы подключились. И теперь давайте считаем. Так, нет, мы не подключились. Что-то не так. Так, какая-то ошибочка. Ну, давайте я адаптер перезагружу. А, стоп, какой адаптер? Мы ж этот не подключили. Саму батарею. Она ж отключена у нас. Я уже думал, что что-то не то. Так, минус. Теперь клок и дата. Так, вот, сейчас должно все заработать. Вот я подключился. И теперь запускаем программу. Вот, подключились. И теперь вот с нулевого регистра адрес батареи 16, ну в хэк формате. Читаем. И вот мы видим 00А0. Давайте для теста запущу свою программу. И будем также читать здесь с нулевого регистра. Вот читаем и видим 00А0. Давайте здесь выберем другой регистр. Ну, не знаю какой, например. Ну, например, второй 012. Давайте выберем второй. Вот так. Вот второй регистр. И нажимаем чтение. И вот мы считали со второго регистра 000А. Переходим сюда. Здесь также указан второй. И читаем. И вот видим то же самое значение. Давайте считаем блок. Так, 21, по-моему, у нас блок. Вот, давайте его считаем. Вот, видите?
21. Давайте тут считаем 21. И вот теперь смотрите. Здесь я считала 7 байт. И теперь смотрите здесь. И вот он видит вот этот байт, первый 0,7. И он думает, что 7 байт вот этот блок. Но не всегда этот байт как, читает в нем количество байт, которые идут за ним. Не всегда это так. Вот по этому моменту не стыкуется данный, так сказать, адаптер с моей программой. Вот, видите, вот он считал 41.4c, 41.4c, 31, 32, 41, 31, 32, 41. То есть все то же самое. Давайте считаем другой. 23, к примеру. Так, ряд блок. Считали. И видим здесь 12 байт. Давайте здесь считаем. Так, 23. Считали. И видим то же самое. 0c. 0c это у нас и есть 12. То есть он первый байт, вот этот думает, что за ним идут вот эти вот, короче, количество байт, которые находятся в блоке. Но это не всегда стыкуется с моей программой. Поэтому я не могу прикрепить данный адаптер. Вот этот. Вот смотрите. 52, 0,9, 3D. 52, 0,9, 3D, 0,6 и тому подобное. То есть это, я для тех говорю, кто не верит, что я сделал чтение с этим адаптером. Я его сделал. Я даже с этим, крупный вот этот адаптер от Карасимовского, я даже для него сделал такую же утилиту. И там аналогичная ситуация. То есть, чтобы его прикрутить, мне нужно полностью писать библиотеки для этого адаптера. Как-то так. Давайте тут считаем еще вот так. Вот. То есть видим, почему. И тут есть поля, можно что-то убрать, можно сделать здесь определение чипа. И мне это под силу, поверьте на слово. Но по вот этой вот причине, как я вам сейчас показал, тут у нас чип 1 стоит. Вот визуально видно, да? А тут он совсем другой. Видите, да? Но батареи одинаковые. И чтобы вы не портили свой, так сказать, аккумулятор, чип не закирпичили, я не хочу этого делать. Поэтому я вам настоятельно рекомендую, неважно какая у вас программа, моя программа, цыганская, вьетнамская, бэшка и тому подобное, неважно. Берите, вскрывайте и смотрите, какой у вас стоит чип. Если вы с бэшкой работаете, то там хоть можно выбрать, какой чип. Но, например, NLBH-шная программа, она его определила как 9000, она и будет с ним работать как с 9000. А тут 8055 стоит чип. Поэтому будьте внимательны. Есть вот такой вот момент. Так, на этом все. По данному моменту я давненько обещал записать это видео. Вот по данному моменту я его, так сказать, закончил. Следующее. Мы перейдем. Тут у нас чип заблокирован. Мы перейдем к редактированию. Ключи здесь тоже здесь закрыты. Вот я сейчас вам могу это показать. Или уже нет, не буду я сейчас видео затягивать. Все. Следующее видео переходим сначала к этому, к 8055, его восстановим работоспособность. Ячейки, естественно, я менять не буду, я оставлю эти. Это подписчик мне прислал 2 одинаковые батареи. Здесь одна ячейка была дохлая. Я их подзарядил, поэтому здесь вот такой дисбаланс. Но мне для теста, чтобы вам показать, они как бы годятся. И я вот на их основе покажу, как сделать работоспособность данной платы. Потом, если что, эту плату так же самое сделаем. Отремонтируем. Подключим к лабораторному блоку питания, пустим заряд. Все, так сказать, как сказать, по классике, короче. А на этом все. Ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока.